7 июня на Сахалине. Приехали на море погреться в Стародубское. И нас накрыл туман. Холодный ветер. Ну, раз приехали уж. Благо дров можно собрать. Будем пробовать согреться костром. Вот поймали в магазине 2 камбалы на 3 килограмма. Сейчас будем жарить. Вот такая вот она у нас рыбалочка. Это желтобрюхая камбала, а там белобрюхую поймали. Вот. Говорят, что желтобрюхая пожирнее, поэтому вот мы ее и поймали. Вот она как она скворчит здесь. Она прям разваливается, она свежая. Круто. А мы с Матвеем мангал забыли, поэтому будем жарить сейчас. Угли делаем там на костре. Что, мы шашлык не взяли, мы купаты купили, поэтому пойдет. Пока мама там рыбку жарит, я приступил к купатам. Пришлось соорудить вот такую конструкцию. Это, повторюсь, потому что я мангал забыл. Ну ничего. Ничего так, процесс идет довольно-таки успешно. Пойдем посмотрим, как там у Юлии Александровны на кухне дела обстоят. Опа-на! Попробуй. Ну, видишь, какая. Дождь? Да, дождь. Я не буду пробовать потом. Ой, какая вкуснятина. А нет, я попробую. Взял Костя обидел. Да, ехали, светило солнышко, так было хорошо. Только встали и все. И затянуло туманом. Что ж нам так не везет-то? Еще партийка осталась. Вот его самое классно жарить на природе. Дома брызги, вонища, дым столбом. А здесь все переварится, все перемелится. Все, не лезет уже. Надо, чтобы залезло. Записывай. А в той тарелке тоже? А, там мои купаты. А, Матвей хлебушек жарит. Любитель огня и горелого. Ё-моё, это еда богов. Вообще. Это прям вообще похолодало. Поехали потихонечку домой. Покушали, подышали. Отлив очень хороший. Вот это все до травы. Ну, не совсем все, но все, что вот кажется мокро, это все. Сейчас прилив уже начинается. Все это будет под водой. Останется вот тут желтый песок. А вот, друзья, смотрите, что мы раскопали. Это морем выбросило скелет, хребет кита. Кит. Рыбка такая есть. Обалдеть. Обалдеть. Слышал, что такое бывает, но лично сам никогда не видел. Вот это да, вот это звенья. Сейчас шагами посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5 метров. Понятно, что это кусочек только. Да, забыл сказать, это Охотское море, которое впадает в Тихий океан.
как впадает, соединяется с этим океаном. Там так, в бриллиантовой руке встречаемся у черных камней. И вот мы ехали когда туда, эти все камни прям открыты были полностью. Сейчас прилив попер, уже закрывает. И, конечно, здесь красиво и так сильно пахнет такими всякими морскими водорослями, травами, виноградом. Круто. Вот прям морская капуста на берегу. Ее прям тут навалом. Остановился, вышел полюбоваться. Такой рельеф интересный. Вот она стелется, вот она морская капуста. Многие собирают ее, сушат, потом варят и кушают, либо салаты делают. А вот здесь вот остановился, еще вода не пробралась. Смотрите, какие медузы здоровые. Но я их трогать не буду. Прям лежат такие, загорают в тумане моря голубом. Ну, в диаметре, наверное, сантиметров 30. Да, не меньше. Особенно вот это вот здоровая. Ну-ка. Кранты. Погибла смертью храбрых. Перезагорала. А вот все камни усыпаны ракушечками. Много-много их здесь.